Ноябрь – не лучшее время для отпуска. Ну что делать? Александр работал врачом скорой помощи, и отпуск ему, как всем в больнице, делили на две части. Одна часть отпуска летом, другая – как придется. Жена работала, сын учился в выпускном классе. Никаких поездок они не планировали. Первые 2 дня отпускник отсыпался, а потом решил поехать на дачу, пока еще выпало мало снега и можно проехать. Дача – это громко сказано. Маленький домишко на берегу реки, в стороне от основных дачных построек. Летом он наведывался туда часто. Там у него лодка и снасти. Александр был заядлым рыбаком. Правда, улов часто оставлял желать лучшего. Но главное – сам процесс и душевный отдых. На участке у них росла только картошка. Жена была не любительница огородных работ, а он и тем более. Подъехал хозяин к даче и удивился. Из трубы идет дым, дорожка до крыльца протоптана, проушина вместе с замком аккуратно отогнута. «Кажется, мне счастье привалило, и в мой домишко бомж подселился», была первая мысль. И мысль эта оказалась верной. На топчане у печки спал мужчина. Рядом лежал рыжий кот. Кот поднял голову, лениво взглянул на вошедшего, зевнул и снова задремал. Александр отметил, что в доме порядок. На печке кастрюлька с каким-то варевом и его походный чайник. Приятно удивила скромность гостя. Не улегся на диван, а выбрал топчан. Он бросил на пол рюкзак, стал раздеваться. От произведенного шума проснулся квартирант. Он с удивлением смотрел на Александра, а Александр на него. Гость был бомжеватого вида, но одет, хоть и изрядно поношенную, но чистую одежду. Волосы давно не стрижены, но тоже чистые. Больше всего во внешности незнакомца удивил шрам, который рассекал все его лицо. Из-за шрама левый глаз казался прищуренным. Борода, скорее всего, служила для маскировки шрама. Возраст сходу не определить. Вроде не старый, но и молодым трудно назвать. Передние зубы отсутствовали. «Привет! Давай знакомиться. Я вроде как хозяин. Александр. А ты, как я понимаю, временный квартирант. Как тебя звать?» «Я уйду. Сейчас же уйду. Я думал до весны пожить. Думал, никто не появится. Я бы замок потом на место воткнул. Я в городе жил, в заброшенной общаге. Но зимой там не выжить. Окна выбиты, холодно. Здесь хоть печка, тепло», — говорил гость рубленными фразами, собирая свои пожитки. Видно было, что он не любитель поболтать. «Куда ты пойдешь? Уже темнеет. Разве я тебя прогоняю? Давай ужинать. Кстати, ты так и не назвал свое имя». Александр вопросительно посмотрел на мужчину. «Шрам. Все меня так зовут. А имя было когда-то Александр, как у вас, тезки мы. Только я его стал забывать. Меня много лет никто по имени не называет», — ответил он. Александр достал запеченную курицу, пирожки и пригласил тезку к столу. Тот сначала отказывался, типа уже поужинал, но потом не выдержал. Очень уж аппетитно выглядела еда. Тут же нарисовался кот и требовательно замяукал, требуя свою порцию, которую и получил. «А кота как звать?» – спросил хозяин. «Кот. Так и звать кот. С фантазией у меня плохо», – объяснил квартирант. А потом добавил. «Я его в мусорном контейнере нашел. Какой-то умник завязал маленького котенка в полиэтиленовый мешок и выкинул. Скоро будет год, как мы вместе. В холод согреваем друг друга. Он ложится мне на грудь, лапами обнимает за шею. Ему тепло, и мне хорошо». Александр достал бутылку. «Будешь?» «Нет. Бомж-трезвенник – это что-то новое. А я для аппетита стопарика прокину. Много не пью, не любитель». После ужина они, разомлевшие, сидели и пили чай с вареньем. «Ну, теперь рассказывай себе. Должен же я знать, с кем придется ночь коротать», – строго произнес хозяин. «Я 100 лет никому о себе не рассказывал. Только длинная история, но я постараюсь короче. Сирота я во 2-м поколении. Мать у меня была детдомовская. Родила меня рано, сразу как выпустилась.
Мужа у нее не было. Она всегда смеялась, что муж объелся груш. Я себя безотцовщиной не чувствовал. Жили мы в общежитии. У матери была квартира от государства, как сироте дали, но она ее быстро продала. Денег у нас постоянно не было, хотя она и работала в столовой. Я не голодал, еду она мне приносила с работы. Как я теперь понимаю, мать не умела деньгами распоряжаться. Сначала мы хорошо жили. Потом она стала выпивать. Мужики стали к нам приходить. Мать заболела. Рак груди. Мне было 11 лет, когда она умерла. Дальше детский дом. Выпустился из детского дома и решил рвануть к другу в Москву. Пенсия за мать у меня накопилась на счете. Почему бы столицу не посмотреть? Друг у меня был старше на 3 года. Учился в Москве. Он и в школе учился лучше всех. Прозвище ему дали Ломоносов. Только до Москвы я не доехал. На вокзале подошли 2 парня, постарше меня. Разговорились. Они все расспрашивали про мою жизнь, сочувствовали. А я, наивный пацан, уши развесил. Предложили пиво выпить холодненького. Жара была. Я отказался, не пью. С детства на пьяных насмотрелся, зарок дал никогда не пить. Тогда один сбегал за газировкой. Выпил я той газировки и отключился. Очнулся на полу в «Газели», а рядом еще один бедолага лежит. Завезли нас куда-то на Кавказ. Там у них место есть, где хозяева покупают себе работников. За мужчину то время давали 15 тысяч. Женщины гораздо дороже, но в тот раз женщин не было. За меня парень с вокзала запросил 20 тысяч. Все-таки молодой и не бомж. Сторговались они за 18. Так я попал к своему хозяину на его частный кирпичный завод. Хозяин был суровый. Хвастался, что он племянник министра, и у него все схвачено. Как я позже понял, они там все выдают себя за родственников министров. Врут. Документы и телефон забрали. Деньги еще на вокзале ушлые парнишки вытащили. Вещи хорошие тоже забрали. Я приоделся после детдома, в столицу же собрался. Дальше каторжный труд за еду. Нас там человек 10 было. Один белорус, один бурят, остальные русские. 4 года я был там. 2 раза пытался сбежать. Ловили, били. 3-й раз повезло. Ушел. Добрался до дороги. Меня подобрала машина с нашими туристами. Они меня сюда и привезли. Здесь живут. Пошел в органы. Отфутболили. Сказали, что меня никто не разыскивает. Что все сочинил. Попытался паспорт восстановить. Куда там? Требуют реквизиты, а я их сроду не помнил. В общем, еще то хождение по мукам. Справки, выписки, и за все нужно платить. А чем? Год я уже здесь. Стараюсь совсем уж не опускаться. Не ворую. Ищу подработки в магазинах, на рынке. Разгрузить, подтащить, убрать. Когда деньгами дают, когда просроченными продуктами. Деньги коплю. Уже немного накопил. Хочу документы восстановить. Зубы выбитые вставить. Мне еще только 23 года. Мне бы только одна оттолкнуться. Работать буду. Квартиру должны, наверное, все-таки дать, как сироте. А если и не дадут, не беда. Главное, документы добыть. Друга бы нашел в Москве. Вот такая моя история. Устали слушать? Да уж, история. Я врач. А давай я тебя завтра в больницу определю. Здоровье твое надо проверить. Я и так вижу, что проблема у тебя есть. Зубы приведешь в порядок. Можно будет сделать бесплатно. Только сначала в парикмахерскую заедем. Потом займемся документами. Я с кое-кем посоветуюсь. Согласен? А как же кот? Заволновался младший Александр. А кота я пока к себе заберу, пообещал хозяин. Сашу подлечили в больнице. С желудком были проблемы. Организм ослабленный. Вставили ему зубы недорогие. Но все лучше, чем без них. Он живет на даче у Александра. Все так же добирается на автобусе до города. Подрабатывает где только может. Кот с ним. Саша поправился, посвежел, и стало видно, что он еще совсем молодой. Александр хотел его пристроить в больницу дворником, но без паспорта и без прописки не взяли. Документы восстанавливаются. Хотелось бы побыстрее. Сашиного друга нашли. Он на каком-то форуме познакомился с девушкой с другой страны.
женился и живет теперь за рубежом. Они с Сашей перезваниваются и мечтают когда-нибудь встретиться. Саша успокоился. Теперь он точно знает, что одна оттолкнулся. Он благодарит судьбу, что встретился ему такой добрый человек, как Александр.